Клон колды. Лучшая гонка 23 года. Кодзима создает шедевр на мобилке. Слэшер, который заменит Devil May Cry. Зомби-шутеры, выживалки и многое другое ты увидишь в этом топе. Так что смотри до конца, чтобы найти игру под себя. И не забудь подписаться на канал, прожав все уведомления. Погнали! Открывает наш топ лучших новинок на Android и iOS Rakshasa Street. Это мобильный проект, который сочетает видео-вставки, как в комиксах, тяжелую музыку и полностью ручное управление. Во время схваток ваш персонаж свободно бьет во все стороны, используя также специальные способности и уклоняясь от направленных атак. Жаль, что сюжет в Rakshasa Street чисто на китайском языке, из-за этого многие не поймут общей завязки. Конечно, это азиатский проект, поэтому здесь акцент делается на огромных роботов, которых призывает как главный герой, так и его соперники. В этот момент происходит битва с боссом на довольно просторной локации для аниме-слэшера. И еще в Rakshasa Street имеются QTA моменты, но самое неприятное — это наличие системы выносливости. Это значит, что на протяжении каждого уровня и попытку собрать 3 звезды с вас вычитают стамину. Конечно, закрытие миссии делается для того, чтобы получить опыт и оружие разной редкости. В ранней версии Rakshasa Street уже есть боевой пропуск, а вот что касается PvP, то на ранних стадиях его пока что нет. Doom Days Fire Shooter – мобильный шутер на рельсах. Это значит, что вы не управляете персонажем напрямую, а только водите курсором по экрану и ставите хедшоты мертвецам. Игра разбита на короткие миссии с интересным сюжетом и вставками, прямо как в аркадных автоматах. Сейчас Doomsday Fire Shooter доступна на Android. Разработчики обещают много видов оружия, включая дробовики, ракетницы, снайперские винтовки и даже экспериментальные экземпляры. Далее по топу лучших новинок на Android и iOS расположился Dragon Heir Silent Gods. Это мобильная игра, в которой вы создаете персонажа, выбираете ему класс и даже самостоятельно настраиваете отдельные характеристики. Сейчас для проекта проходит ОБТ, которая скорее всего уже завершилась к моменту выхода данного видоса. После этого ОБТ разработчики удаляют весь прогресс. Также они обещают, что в новой версии они добавили сюжетный пролог и уникальную систему кастомизации персонажа. Помимо этого, интерфейс был полностью переработан, чтобы лучше передавать атмосферу средневекового фэнтези. Еще в Dragon Heir расширились функции лагеря, теперь в нем можно не только готовить пищу, но также крафтить и коллекционировать предметы. Кстати, ее еще почему-то сравнивают с Raid Shadow Legends, хотя графика в ней намного реалистичнее. Anime Odyssey – хардкорный рогалик на смартфоны, для которого проходит бета-тест на Android. Если вы посмотрите геймплей, то заметите совпадение с Darkest Dungeon, и они тут максимальные. Группа из 4 героев исследует мир, охваченный войной за трон, и участвует в пошаговых схватках с монстрами. Конечно, битвы в Anime Odyssey не только про то, кто нанесет больше урона, а про дебафы и критические ситуации, которые игроку нужно превозмогать. Но так как это рогалик, то сильнейший акцент делается на случайные события. Например, ваш герой, получив смертельные раны, может впасть в безумие или наоборот получить второе дыхание. Dead Island Survival RPG – мобильная игра, ранняя версия которой появилась в Google Play ряда стран, например в США. По сути, это изометрический выживач в мире, который заполнили зомби. Вам предстоит вооружиться до зубов, искать предметы, совмещать их для получения более крутых айтемов, а также решать незатейливые головоломки. Сюжет здесь подается через текстовые диалоги, к сожалению, на английском языке. Интересно, что из-за наличия некоторых сцен игре выставили возрастной рейтинг 17+. Помимо одиночного прохождения, разработчики обещают кооператив и PvP. Их добавят в ходе следующих обновлений. Кстати, в Dead Island можно создавать не только тряпки и аптечки, но даже горящий меч. Еще игра предлагает мини-игры, торговлю с NPC и систему кланов, опять же в будущих обновлениях. Разработчики Hardtopia объявили о начале следующего этапа ЗБТ, на этот раз на iOS и Android. Об этом они сообщили в последнем посте в TapTap. Доступ к ЗБТ могут получить все желающие, правда, сервера Hardtopia уместят только 10 тысяч участников, а хотя изначально ожидалось запустить только 5000. Кстати, счастливчики получат награды, их можно будет забрать через внутриигровую почту. Среди подарков будет 5К золотых монет. Hardtopia идеально подойдет фанатам Animal Crossing,
Crossing, так как в ней тоже приятная мультяшная графика, кат-сцены и акцент на создание своего идеального городка с милыми и улыбающимися жителями. Modern War Online – мобильный шутер, доступный на Android. По сути, это бюджетная альтернатива Call of Duty Mobile, где игроки разбиваются на две команды и участвуют в перестрелках на небольших картах. Правда, во время боев возникает ощущение, что из-за низкого онлайна в ваших рядах играют боты, так как уж больно выверенные движения. Тем временем в Юго-Восточной Азии, а точнее в Индонезии, игра Modern War Online получила 2,1 звезду из 5 в Google Play. Разработчики даже пишут, что им нужна ваша помощь из-за критической ситуации. Возможно, это просто маркетинговая зазывалка, но она к месту. Графика в Modern War Online находится на уровне королевской битвы Garena Free Fire, а для доминации на поле боя помимо огнестрельного оружия есть и всевозможные гаджеты, артиллерия, БПЛА и так далее. Path to Nowhere – мобильная игра, которая вышла 27 октября. Это будет глобальный релиз. Геймеры с Reddit, которые успели поиграть в китайскую версию, рассказывают, что в игре нет PvP. Редко такое увидишь в аниме-гаче. Также сам сюжет необычный. Игрок выступает в роли этакого осмотрителя тюрьмы, который высылает команду на поиск и поимку грешников. Причем сюжет полностью озвучен, правда в App Store не указана русская локализация. Хотя в Path to Nowhere нужно прокачивать не только персонажей, но и их оружие, разработчики ввели гачу только на героев. Что до молитв, то шансы на выпадение повышены только для одного S-персонажа, причем если вам не повезло 79 раз, на 80-й сработает система жалости и выпадет герой, а на 160-ю попытку гарантированный S-персонаж. Dark Steel – мобильная игра, где игроки участвуют в PvP схватках. Делают это они в формате 1 на 1, используют сотни видов оружия и брони, причем вручную управляя персонажем. Dark Steel во многих аспектах похожа на For Honor, если бы ту выпустили на iOS и Android. Геймеры здесь смогут выбрать как минимум одного из трех классов – рыцаря, воина или убийцу. Вам будет возможно использовать средневековое оружие разной редкости, это напрямую влияет на шансы победить. По мере побед в Dark Steel игроки повышают уровень персонажа и распределяют очки по дереву умений. Это помогает разблокировать особые приемы. Что до режимов, то в Dark Steel имеется кампания, PvP, ограбление и временные события. Tree of Survival M – мобильная MMORPG с графикой уровня Nintendo 3DS. На самом деле, эта вселенная берет атмосферой, а не реалистичностью. Издание MMO Culture рассказало, что проект выпустят 2 ноября в Южной Корее. Запуск ожидается на iOS и Android, на которые сейчас проходит предрегистрация. Если вы фанат оригинальной Tree of Survival на ПК, то должны радоваться, ведь Tree of Survival M почти полная реконструкция той самой игры. Дело в том, что разработчики оставили нетронутыми сказочный сеттинг и другие фичи. Только пока издатель AMC Games не собирается выпускать Tree of Survival M вне Кореи. Так или иначе, подписывайтесь на мой канал и мой телеграм-канал, чтобы быть в курсе, вдруг эту игру выпустят глобально. Разработчики Echo Calypso сообщили через Discord и Twitter, что они решили запустить серверы раньше времени. Получается, Echo Calypso доступна на iOS и Android в Юго-Восточной Азии, только разработчики не считают это пробным запуском. Сейчас неизвестно, получат ли западные геймеры потом какое-нибудь поощрение из-за отставания от азиатских игроков. Android-геймерам повезло, разработчики сами говорят, что они смогут свободно качать АПК и устанавливать клиент. В Echo Calypso нужно собирать команду из аниме-вайфу, причем разработчики обещают контент для взрослых. Asterius – изометрический слэшер с элементами из рогаликов. Здесь вам, братюни, придется взять на себя роль Рафаэля, одного из богов Древнего Египта. Его задача – выбраться из местного ада, по пути вырубив кучу зомби. Сейчас Asterius доступна на Android во многих странах, включая РФ. Информации о версии на iOS пока что нету. Это премиальный проект, который отдают за 119 рублей. Но если вы хотите попробовать его перед покупкой, разработчики сделали демо-версию.
Epic Age – геостратегия с использованием исторических личностей разных стран и эпох. Так вот, создатели этой игры сообщили в TapTap, что они открывают сервера для проведения АБТ. Хотя официальные ссылки ведут в американские App Store и Google Play, разработчики разрешают скачивать АПК на Android. Если вдруг вы боитесь за свой прогресс в Epic Age, то не стоит переживать, он будет перенесен на официальный релиз. Кстати, судя по новым трейлерам, разработчики начали менять дизайн персонажей. Например, Клеопатра теперь больше похожа на саму себя. Archland – очень красивая аниме-игра на смартфоны, которая стоит на одном уровне с Reverse 1999. Уже ранняя версия показала отличную озвучку, хоть и на корейском, плавные анимации, кучу спецэффектов и пошаговые битвы с элементами из файтингов. Так вот, теперь для Archland происходит предрега на iOS и Android, и уже известна примерная дата релиза – 7 декабря 2022 года. Разработчики обещают более 50 крупных сюжетных роликов, основной сюжет и большое число дополнительных заданий, все в полном дубляже. Упор делается на то, чтобы стереть грань между современными аниме и мобильными играми. Помимо сюжета, в Archland будет PvP в реальном времени. Попробовать его можно уже в ходе бета-теста. Конечно, вам нужно собрать группу из редких персонажей, у каждого уникальный скин, свой уровень редкости, роль в команде и экипировка, которую нужно улучшать. Более того, у каждого героя есть своя ветка прокачки. Fire Squad – королевская битва на смартфоны, где вы и еще два напарника высаживаетесь на карте средних размеров и начинаете искать припасы разного уровня редкости. Проект выполнен в футуристичном формате, беря вдохновление у Apex Legends Mobile. Вы и ваши тиммейты можете использовать специальные способности, чтобы, например, видеть противника за стеной. Это позволяет прокачивать и получать бафы в ходе одного матча. Сейчас для Fire Squad проходит бета-тест на Android. Сервера уже запущены, но точной даты их закрытия нет. Судя по описанию, в одном матче Fire Squad участвуют по 50 игроков. Но королевская битва не единственный режим в этой игре. Помимо этого есть дезматчи в формате 5 на 5, они длятся около 10 минут. Конечно, огнестрельное оружие хоть и футуристичное, но напоминает реальные прототипы, например АК-47 и М4А4. Кстати, Fire Squad делают при помощи движка Unity. Homefront Mobile – космическая стратегия, в которой мы выбираем фракцию и создаем флот. Он участвует в автосражениях, а также вылетает для исследования астероидов и прочих объектов. Игроки контролируют флот и отдают ему приказы в реальном времени. В этом плане проект тяготеет к жанру RTS. Сюжет подается через видеовставки на движке игры, а также через озвученные диалоги. Разработчики позиционируют Homefront Mobile как настоящую ММО, приводя в пример создание Альянса. Если вам нравятся игры про дальнобойщиков, то мобильная игра Truck Simulator Online должна стать новым словом в жанре. Точно известно, что геймплей в Truck Simulator Online будет нацелен на мультиплеер с возможностью выбирать и покупать тягачи разной редкости, плюс путешествовать по разным континентам. Вот только остается вопрос по количеству трафика. На видео с геймплеем его ничтожно мало. FIFA Mobile 23 пока находится в стадии раннего тестирования. Оно проходит на Android в Канаде, причем не стоит верить некоторым создателям контента о невозможности запустить FIFA Football Beta. Все закачивается и обновляется в обход Google Play. Просто нужно заранее установить VPN на Канаду, прежде чем устанавливать и обновлять клиент. В новой FIFA Mobile разработчики обновили главное меню, что до запуска инсайдеры рассчитывают на январь 2023 года. По впечатлениям, качественно новых моментов маловато. Разработчики обновили цветовую палитру, составы и добавили несколько вариантов пассов. Также комментаторы на YouTube отмечают улучшенную графику и модельки футболистов, особенно это касается их лиц. Отмечу, что все эти нововведения FIFA Football Beta уже были и в азиатской версии FIFA Mobile, обычно глобальная версия запаздывает. Такое малое количество изменений может намекать на то, что FIFA Mobile превратится летом следующего года в нечто большее, как это было с eFootball. В
Китае проходит еще одно тестирование Need for Speed Mobile. Поучаствовать в бета-тесте, к сожалению, уже нельзя, так как разработчики больше не принимают заявки. В общем, сейчас нашлось еще одно видео с игровым процессом, где игрок в деталях описал замеченные им детали. Первое, на что стоит обратить внимание, в Need for Speed Mobile есть круговые заезды на время, где друг против друга гоняют 8 человек. Уже в ранней версии присутствует традиционный дрифт, позволяющий накопить нитро и пройти сложные повороты. Конечно, если вы врежетесь, то ничего страшного не будет. Это не Rush Rally с системой повреждений, а больше альтернатива асфальт. Кстати, еще один способ собирать закись азота – это совершать прыжки. Интересно, что в Need for Speed Mobile можно врезаться в оппонента и столкнуть его, что также замедляет и вас. Конечно, система недоработанная, не учитываются параметры машины, из-за чего даже с использованием нитро ваш соперник спокойно спихивает вас в кювет, хотя его тачка кажется более маленькой. Также в Need for Speed Mobile имеются проблемы с задержкой, из-за чего соперник может со скоростью пули стартануть и обогнать вас. Ну и последняя крутая новость на сегодня. Издание VK Play заявляет, что Хидео Кодзима работает над новой игрой под названием Overdose. Слухи о ней ходят как минимум с начала 2022 года, но теперь я узнал, что игра будет поддерживать облачные технологии от Microsoft. Вероятно, это намек на использование сервиса Microsoft xCloud, позволяющего играть на любых платформах, ПК, консолях и даже смартфонах. Так вот, будущая игра от Kojima Productions хорошо себя чувствует на мобильных устройствах. Еще в июне инсайдеры заметили, что в ее демо-версию играли на смартфоне, похожем на Google Pixel. Как по мне, это отличные новости для мобильных геймеров. Что до самого проекта, то он будет использовать новые технологии. Вот что о нем говорит сам Кодзима. Следующее детище Kojima Productions будет новой формой творчества. Я хочу быть первопроходцем, хотя и понимаю, что будет сложно, так как инновации не всегда выстреливают сразу. Пока что известно, что Overdose — это хоррор с использованием реалистичной графики. Роль одного из главных персонажей досталась актрисе Маргарет Куэлли, которая успела засветиться в роли мамы в Death Stranding. Прожми лайк, подпишись на канал, прожав все уведомления, оставь свой комментарий по данному выпуску. Ну а я вас всех крепко обнял, всем удачки, увидимся скоро, пока-пока.